Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Ищу клад, иногда что-то интересное нахожу в различных свалках. В общем, попадаются интересные пакеты. Сегодняшний пакет вот такой большой, тяжелый. Достался он мне за $15. Купила, потому что увидела вот эту чудную вещь. Не знаю, что это. Но предположительно, это шкатулка. Я коллекционирую шкатулки. И, в общем-то, пакет мне показался интересным. Купила именно вот из-за этой вещицы. Но и еще тут кое-что вот увидела. Вот такой вот кулон. Не знаю, что это. Но и вижу, что всякой ерунды тоже много. Не хочется, конечно, разочаровываться, но бывает по-разному. Бывает, что попадаются маленькие дешевые пакеты, и там просто уникальные вещицы. А иногда бывает возможный вот такой. Но если эта шкатулка без повреждений, то я буду хранить в ней различные украшения. Ну, в общем, давайте приступим. И не буду тянуть долго времени. Пакет большой и тяжелый, как я уже сказала. И, в общем-то, надеюсь, что интересненькое все-таки сегодня нам попадется. Вот он прям, ну, большой пакет на самом деле. Так, давайте сразу достану вот эту вещицу. Уже она мне нравится. Все, что придется нам разбирать, высыпаю в эту сторону. Пакетик вижу. Ну, думаю, что вот это вот я оставлю на шедевр. А сейчас давайте посмотрим, что это за вещица. Это шкатулка. Когда-то стоила $1. Так, и что? Что пишут? Так, где моя лупа знаменитая? Так. 1992 год. Валентайн. Ветеран. Валентин день. В общем, вот такая. И Джапан. Здесь вот маркировочка. Ну и плоская шкатулка. Она почему-то тяжелая такая. Опа. А это на самом деле, как говорится, шкатулка не для хранения украшений бижутерии, как я это ожидала. А она должна быть музыкальная. Так, что тут не так? С минуточку. Опа. Ну, какая прелесть. И мелодия знакомая, да? Но ее надо помыть. Так, как ее выключить? Так же, как и включить, точно. Ну, такая чудная шкатулка. Это прям вот в прямом смысле музыкальная шкатулка. Не для хранения, а именно для музыки. Она так закрывается. Это деколь с дорисовкой. И какие милые птички сидят. Посмотрите, какая классная дорисовка тонкая. Красивый. Розовый. Как снегирь, не снегирь. Ну, такая розовая птичка. Так у меня там Сережа запрыгнул. Вот, розочки такие. Ну, шкатулка милейшая. Но она и тяжелая. Думаю, за счет того, что сама шкатулка тяжелая, пакет был тяжелым. Ну, давайте идем дальше. Не будем останавливаться. Так, сразу вижу, что здесь что-то напутано, запутано. Давайте вот с этого начнем. Бусы в стиле бохо. И они, вот я думаю, что это handmade, крючком обвязаны. Думаю, просто деревянные бусины обвязали, и получилась вот такая интересная вещица. Я не любитель, скажу честно, вот деревянных бус каких-то. Так они, по-моему, да, как-то должны раскрываться, не знаю, не работать. Но нужно помыть. В стиле бохо такая вещица интересная. Пока я с вами разговариваю, Сережа стырил кусок колбасы со стола и съел. Ну ладно. Пока
заняты все. Надо действовать, не терять время. Да, Сережа? Айда, покажись. Иди сюда. Так, еще стырил. Минуточку. Ты всю колбасу поел у меня, да? Молодец. Вот он. Съел всю колбасу и пришел тут проверить. Но тут тебе ничего нет, не обломится. Иди, мой дорогой, иди. Иди, мой хороший. Так, продолжим. Вот такие крупные деревянные бусы. Окрашены, надо их мыть. Ну, в общем, как я уже сказала, я не любитель такого стиля украшений. Старая застежка. Ну, в общем, давайте идем дальше. Так, следующие бусы. Прям, ну, я вижу, что это что-то мексиканское, да? Любимые цвета мексиканцев. Это фиолетовый, оранжевый и зеленый. Вот такие вот. Зеленый прям ядовитый зеленый. И вот такие бусы. Так, тоже старенькая застежка. Ну, я думаю, что это что-то сувенирное. Возможно, кто-то в Мексику ездил и привез как сувенир. Носить, конечно же, такие не буду я. Ну, как для дизайна, для украшения комнаты я часто использую именно вот такие крупные бусы. Так, следующее. Это вот такие бусы. Ну, вот эти, я думаю, что они винтажные. Застежка вот таким крючком. И это прям точно стиль бохо. Такие шайбочки нарезанные. И, кстати, вот эти бусины интересные. Сейчас поближе покажу вам. Такие прям нарезные бусины. Да. Ну, как бы покрытые лаком. Какие-то бусины покрыты темным лаком. Какие-то прозрачным. Вот такие вот бусы. Так, ну и то, что тоже мне интерес, как сказать, в этом мешке вызвало, это вот этот мешочек. Вот такой кулон красивый. Стоил $2 когда-то. Сережа, хватит беспредельничать. Он там продолжает. Сейчас я вам покажу. Вот он что делает. Вот он что сделает тут. Чего ты тут делаешь? Сережа запрыгнул. Проверяет. Так, ну давайте вернемся к мешочку. Вот такой кулон. И это локет. И это Avon. Есть маркировка. Ну, очень красивый кулон. И причем это кулон-брошь. Так, тут замочек работает. Здесь работает. Я думаю, что он винтажный. Кто не знает, украшения от Avon заказывались у различных известных дизайнеров, компаний. Сама компания Avon не производит, не производила украшения, а как бы заказывала. И, в общем-то, в качестве подарков изначально рассматривались вот подобные вещицы, украшения какие-то мелкие. Потом, поняв, что на этом тоже можно заработать, начали и продавать украшения. Кстати, у меня сейчас идея возникла. У меня есть похожая брошь с похожим кристаллом. Минуточку. Да, вот эту брошь я как бы имею как похожую, но видите, они похожи кристаллом, похожи оттенком металла. И, на мой взгляд, их можно носить, два этих украшения, как сет. То есть это подвеска, кулон, и это вот такая брошь. Ну, очень похоже, кстати. Брошь эта у меня тоже найдена в одном из пакетов. И здесь, по-моему, нет маркировки. Такая геральдическая лилия. Ну, в общем, думаю, как сет вполне может быть. Вот это колье, кстати, нужно помыть. Но как бы кристаллы похожи. Здесь кристалл без амальгамы, а здесь похоже с амальгамой. Ну, такая вот интересная
вещица. Так, остался у нас последний пакетик. Ну, вот, скажем, ради вот уже двух вот этих украшений, думаю, что... Немножко, конечно, есть разочарование. Я думала, что пакетиков мелких будет поболее. Но, в общем, как есть, так и показываю. Ну, и остался один маленький пакетик. Что тут? Думаю, что тоже такое дешманское. Так. Вот такая деталь. Это что? Это была серьга, но она, видите, сломана. Ну, красивый кристалл с амальгам может пригодиться куда-то, не знаю. А вот это колечко, лунный камень. И мне оно напоминает украшения, которые у меня есть. Сейчас рассмотрим сначала это кольцо. Ну, вероятнее всего, маркировки нет. Видите, здесь потертость. Думаю, что это просто что-то такое недорогое. Здесь цифра 8. Я думаю, что это размер. Ну и больше ничего не указано. Если вы видите, пожалуйста, напишите. В остальном кольцо в таком относительно винтажного возраста в неплохом состоянии. Так, ну, кстати, у нас вот Сережа объелся колбасой, сейчас умывается. Размер мой. Вполне себе может быть. Красивый сам вот этот вот кабошон. Прям как лунный камень. Очень похож. И сейчас я вам покажу украшения, которые у меня есть в этой технике. То есть вот обрамление камня именно вот таким образом выполнено. Сейчас минутку найду эти украшения. Так, вот нашла все, что у меня есть в этой технике. Посмотрите. Но это украшение я получила в подарок. Это подарки из России я когда приезжала. Мне подарили тоже вот в этой же технике. Оно серебряное. Здесь есть проба. Вот тут вот проба. И название камня забыла. Как называется натуральный камень. Это комплект. Есть вот кольцо и серьги. Ну, в общем, техника вот, как, крепления камня, она вот такая интересная. Если бы еще найти серьги такие, было бы здорово. И еще сейчас покажу вам украшения, которые тоже в этой же технике выполнены. Но это прям вот шикардосный. Эти украшения, этот комплект я покупала, по-моему, на Алиэкспресс давно, ну, лет 15 назад. Причем, посмотрите, там какой-то магазин был, не из дешевых. Само это украшение стоило недешево. Точно сейчас по цене не могу сказать, но относительно, скажем, других украшений оно было дороже. И, конечно, я обращаю внимание, что направление сережек не штамповано в одну сторону. Есть вот различие левое, правое, стеклянные вставки. И причем вставки очень такие красивые, не закрытые, с хорошей огранкой. В общем, вот такое чудо. Ну, техника такая же почти, да, как держит камень, именно с помощью вот таких элементов. Вот так получился шедевр, кольцо. И это кольцо было притянуто именно вот этими украшениями, которые ко мне попали ранее. Напишите свои впечатления. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.